Приветствую, друзья! Сегодня у нас 15 февраля, и я очень рад быть снова с вами на связи. Сегодня проанализирую важные и очень резонансные последние новости в свете происходящего в Мюнхене, а также рассмотрю, какие изменения ожидают Европу, США, Украину в ближайшем будущем. Сразу хочу вас поблагодарить, сказать вам спасибо за ваши лайки, подписки. Это стимулирует меня делать такие интересные политические анализы, которые помогут вам детально разобраться в происходящем. Я бы даже сказал, исторических событиях, которые изменят мир. Итак, визит вице-президента США Джей Ди Венса в Мюнхен изначально оказался попыткой хоть как-то обозначить сохранение трансатлантических связей между Европой и США. Но я сам даже не ожидал, что его речь станет настоящей бомбой и полностью отбросит последние иллюзии о единстве Запада. Венс не просто выступил с критикой, он буквально разнес Европу в пух и прах. Вместо обсуждения российского нападения на Украину он сделал жесткий разнос Европы, особенно Германии. При этом с его уст не прозвучало ни одного слова о будущей поддержке Украины, ни намека, ни на участие США в урегулировании конфликта. Вместо этого гневная его 19-минутная триада о состоянии европейской демократии. Самая здесь шокирующая фраза прозвучала почти в начале. Если вы боитесь своих избирателей, Америка вам ничем не поможет. Америка вам не нянька, сказал Джей Ди Венс. Это было жесткое, конечно, послание европейским элитам, которых администрация Трампа считает слабаками и нерешительными. И вы ничего не можете сделать для американского народа, который выбрал меня и президента Трампа, скандировал Джей Ди Венс за трибуной. На лбах присутствующих европейцев выступил пот. Присутствующие в зале были просто в шоке. А что же имел в виду Венс? На самом деле, друзья, подобное заявление трудно интерпретировать как-то иначе, как прямой сигнал о снижении интереса США к европейским делам. Венс дал понять, что Америка больше не будет защищать слабых, если европейские лидеры не способны справиться с кризисами. Это их проблемы. И, кстати, сразу скажу, что молчание Венса по Украине это уже само по себе и является ответом. Таким образом, это не просто какой-то там разрыв дипломатических отношений, это демонстративное унижение Европы. Я бы сказал, что вице-президент США Джей Ди Венс не просто выступил с критикой Европы, а устроил настоящий разнос всем демократическим институтам на континенте. Здесь его главный тезис какой был? Европейские лидеры боятся собственного народа. Но на чем основано его такое заявление? Венс привел целую подборку, как он считает, фактов, как реальных, так и спорных и, скажем так, откровенно искаженных, чтобы доказать, что Европа больше не свободная. И главной мишенью, конечно же, здесь стала Германия с канцлером Олафом Шольцем. Знаете, я даже удивился, потому что ирония заключалась в том, что под прицелом оказался именно Берлин, принимающий эту самую Мюнхенскую конференцию по безопасности. По словам Венса, власти Германии сейчас подавляют свободу слова как в интернете, цензируют неудобные мнения. Также страна заставляет граждан мириться с массовой миграцией, вопреки желанию общества. Это его такая мысль. А действующая политическая элита исключает из диалога неудобные ей партии, как это произошло с партией «Альтернатива для Германии» АФД и союзом Сары Вагенкнехт, которым не дали, например, участвовать в этой Мюнхенской конференции. Венс атаковал знаменитый Брандмауэр, это стена, скажем так, которая возведена против любой коалиции с АФД, альтернативой для Германии. По его мнению, это и есть нарушение демократических принципов в Европе. Но Венс, друзья, не остановился на одной Германии, досталось и другим странам. Он заявил, что ЕС в целом за бюрократизацию и подавление национального суверенитета стран. Закидал обвинения за Румынию, закидал обвинения за Швецию, где происходили огромные давления именно на оппозицию. Затронул Венс и Великобританию за ограничение свободы слова в этой стране. И здесь посыл Венса был очевиден. Европа сама идет к автократии, и Америка не собирается больше ее защищать. В этой стране полиция устраивает обыски за комментарии в интернете, заявил Венс, обвиняя в этом Германию, и подавляет свободу слова.
Он не просто так заявил, он привел конкретный пример. Например, в 2023 году федеральная полиция провела рейды против пользователей, которые подозреваются в публикации женоненавистнических комментариев. По его словам, это прямое доказательство того, что в Германии действительно нет настоящей свободы слова. Но, друзья, это его слова, и была ли это правда? Вопрос возникает. Факты говорят совершенно другое. Я напомню, что произошло. А произошло то, что обыски прошли 7 марта в прошлом году в рамках общеевропейского дня борьбы с интернет-насилием против женщин. Тогда именно 45 человек подозревались в пропаганде вот этой насилия. Но я хочу акцентировать на то, что здесь все-таки законным основанием послужило именно решение Кёльнского суда. То есть на самом деле все было законно, а не так, что кому-то там захотелось и провели эти обыски. И этот эпизод стал очередным толчком вот этого разлома между США и Европейским Союзом в вопросе свободы слова. Венс, а также республиканцы Трампа считают, что любая форма модерации контента – это цензура. Венс считает, что при никаких обстоятельствах правительство не должно никогда вмешиваться, даже если речь идет о какой-то травле, фейках или какой-то расширении ненависти. И эту политику также поддерживает и, скажем так, техноальянс Трампа. Например, тот же Илон Маск, купив свой Твиттер, сейчас он называется X, практически отменил все ограничения на дезинформацию и экстремизм. Марк Цукерберг, правда только после победы Трампа на президентских выборах, также смягчил политику модерации на Facebook, Instagram и WhatsApp. А вот ЕС, напротив, друзья, они придерживаются абсолютно другой позиции. Свобода слова не значит свобода ненависти. Социальные сети не должны становиться оружием, будь то радикалы изнутри или внешние какие-то игроки. Но Венс в своем выступлении на этой Мюнхенской конференции дал четко понять, что трамповская Америка больше не считает регулирование социальных сетей защитой демократии. Напротив, они считают, что такое регулирование является врагом демократии. Он еще привел в пример британца, который был осужден за молитву у клиники. Венс тогда заявил: мнение запрещать нельзя. А я вам напомню, что тогда произошло. Адам Смит Коннор, это британский активист, в 2022 году он стоял перед клиникой в Бормуте и молча молился. Это все произошло в зоне условий приказа о защите общественного пространства. Есть такой принятый закон в Великобритании, то есть вокруг больниц нельзя молиться и делать что-либо. В итоге Смит Коннор получил штраф более 10 тысяч евро и условный срок. Для Венса этот случай, этот эпизод послужил именно доказательством унижения свободы слова в Европе. Но давайте посмотрим, как же обстоят дела с этим вопросом в самих США. В Америке протесты у клиник – обычное явление, там это не запрещено. Активисты устраивают пикеты, блокируют входы. Для Трампа и республиканцев это не давление, а наоборот выражение мнения таких активистов. Но давайте мы с вами копнем еще глубже, друзья. Почему Венс прицелился именно к этому вопросу и так яро защищает право на молитву у клиник? Да потому что его аудитория, друзья, это религиозные консерваторы. Например, евангелисты – это мощная база поддержки самого Трампа. Венс открыто намекает, что если Европа не примет религиозные эти протесты, значит надо отказываться от свободы слова. То есть Венс на самом деле рисует картину такую, какая удобна именно ему. Но он замалчивает о тех фактах, и для него это неудобный просто инструмент. Он не говорит, что существование таких запретных зон вокруг клиник спасает и пациентов, и врачей от преследования и подобных атак. Таким образом, вы видите, что здесь полностью очевидно, что Венс использует этот кейс в удобном для себя ключе, защищая свободу слова якобы, когда речь идет об одной из культур, но не применяя ту же логику уже к другой культуре. В отличие от США, где свобода слова почти абсолютная, будем говорить, в Европе действует, назову так, баланс между выражением мнений и защитой общественных провокаций. В ряде стран действительно есть свои ограничения на категорические какие-то взгляды, которые оскверняют ту или иную культуру. Но Венс сознательно умалчивает об этом, предпочитая рисовать картину Европы, где больше нельзя говорить правду. И еще одно громкое обвинение, которое прозвучало из уст Джеди Венса, это обсуждение темы отмены выборов в Румынии. Он возмущался за трибуны. Как можно так спокойно говорить о фальсификациях? Я хочу напомнить, что тогда произошло. В начале 2024 года, то есть ровно год назад, румынское правительство
аннулировала результаты одних из выборов по официальной версии из-за нарушений. Бывший еврокомиссар Тьерри Беттон прокомментировал в интервью французскому изданию и заявил, что такие шаги необходимы для защиты демократии. Венс, в свою очередь, посчитал этот комментарий шокирующим и заявил, что американцы годами твердят о том, что вся поддержка Европы строится именно на демократических ценностях. Но оказывается, что это не так. Но почему именно этот случай, друзья, возмутил Венса? Да потому что, по его мнению, он увидел какие-то двойные стандарты Запада, которые критикуют выборы в других странах, например, в той же России, но легко закрывают глаза на сомнительные решения в Европейском Союзе. Венс задал риторический вопрос: а что если бы подобное произошло в США? Или если бы такая же риторика звучала в адрес выборов в Украине, например? Выступая, политик намекнул, что демократия в Европе – это какая-то иллюзия, а на самом деле всем управляют бюрократы и олигархи. По его мнению, отмена выборов в Румынии – это не борьба за честность, а обычное политическое вмешательство, когда элиты просто правят сверху, не давая удобным кандидатам победить. Но самое интересное, друзья, в том, в этом же интервью французскому телеканалу Бреттон обсуждал Илона Маска и его влияние на европейскую политику. То есть в центре внимания оказались контакты его с главой альтернативы для Германии АФД Алис Вайдель, которую Маск фактически поддержал в социальных сетях X. Маск даже написал, что только АФД способна спасти Германию. Именно поэтому Венс использует эту данную ситуацию, чтобы перевести внимание с обвинений против Маска и АФД на вопросы двойных стандартов в Европейском Союзе. То есть, по его логике, если ЕС сам вмешивается в выборы, то с какой стати он может критиковать внешнее влияние со стороны США, России или кого-то там еще? Также бывший еврокомиссар Бреттон заявил в интервью, что будем следить за ситуацией и сделаем то же самое в Германии, если потребуется социальной сетью X Илона Маска, то есть имея в виду политику регулирования информации в Европе. Друзья, если вы не знали, ЕС уже на самом деле ведет расследование против соцсети X Маска, проверяя, соблюдает ли платформа законы о борьбе с дезинформацией и вот этим языком вражды. В случае обнаружения каких-то нарушений Брюссель действительно готов действовать жестче, и Бреттон прямо заявил, что если понадобится, Европа вмешается в ситуацию и в Германии. Венс, в свою очередь, воспринял как это угрозу свободе слова и еще один пример, как европейские элиты пытаются контролировать общественное мнение. Но, друзья, на самом деле Маск давно раздражает чиновников Европейского Союза, еще помните с тех пор, как он купил только Twitter и начал отменять жесткую модерацию контента. Как я сказал, Брюссель уже инициировал несколько проверок против этой платформы, обвиняя ее в распространении фейков и пропаганды. Маск же, в свою очередь, не стал молчать и начал утверждать, что просто защищает свободу слова, позволяя людям самим решать, что читать и во что верить. Но здесь, друзья, есть один нюанс. Почему ЕС так и обеспокоен соцсетью X? Я вам скажу, в декабре 2023 года Илон Маск написал в X, что только альтернатива для Германии может спасти страну. После этого Европа заговорила о его вмешательстве в политику. Маска фактически обвинили в поддержку данной политической силы, которую Брюссель считает угрозой для Германии. Теперь ЕС фактически намекает, что может ограничить работу соцсети X в Европе, если платформа будет угрожать их демократии. Венс со своей стороны считает, что это не борьба за честность выборов, а очередная попытка европейских элит контролировать информационное поле. Но я еще раз хочу вернуться, пока я не забыл, к вопросу выборов в Румынии. Венс привел в пример отмену вот этих выборов в стране, в Румынии, но здесь он допустил серьезную ошибку. Я хочу на этом сделать акцент. Дело в том, что выборы аннулировала не правящая партия, как заявляет Венс, а именно Конституционный суд Румынии. И там была причина. Это подозрение вмешательства в выборы со стороны России. Победителем первого тура, я вам напомню, там был Калин Джорджеску. Он набрал 22,9% голосов и, как понимаете, в любом случае не мог сразу стать президентом. Однако власти утверждают, что его успех связан именно с манипуляциями Москвы, и поэтому выборы пришлось пересмотреть. А вот Венс интерпретирует эту ситуацию по-другому. Он говорит, что ЕС как будто бы сам вмешивается в выборные процессы, когда ему это выгодно. Но, друзья, для самого Брюсселя все выглядит совершенно иначе.
Они считают, что если есть подозрение в российском влиянии, то у властей есть право вмешиваться. Венс заявляет, что в таком случае возникает большая проблема доверия. Если одни выборы можно отменять, а другие нет, то где же как определить, где из них честно, а где нет? Чтобы вы понимали, я вам скажу просто два слова предыстории по этим выборам. До выборов Калин Джорджеску был малоизвестной фигурой вообще в румынской политике. Как отмечают аналитики, его еще за 1 месяц до выборов голосования его рейтинг составлял менее 1%. Вдумайтесь, меньше 1%. Но что-то произошло за этот последний месяц, за последние недели предвыборной кампании, и внезапно соцсети Румынии заполнились агитацией в его поддержку. Он начал в последний месяц стремительно набирать популярность и на выборах получил 22,9% голосов. Это достаточно, чтобы пройти во второй тур. Представьте, за 1 месяц с меньше 1% до 23% почти. После выборов румынские власти обнародовали данные спецслужб, согласно которым социальные сети были наводнены фейковыми аккаунтами, которые продвигали Джорджеску. Также были обнаружены следы искусственного разгона так называемых, я вам скажу, вирусных вот этих постов, которые продвигают его идеи. Власти страны заявили, что на самом деле они имеют доказательства масштабного вмешивания России в ход данной предвыборной кампании. В итоге Конституционный суд отменил эти выборы, и румынское правительство поддержало это решение. То есть, друзья, в этой ситуации удивила не только сама отмена выборов, но и реакция из Вашингтона. Вице-президент США заявил, что весь этот шум вокруг российского вмешательства вообще не имеет никакого смысла. Я его процитирую. Если вашу демократию можно уничтожить парой сотен тысяч долларов, потраченных на цифровую рекламу из-за границы, значит она изначально была не такой уж и сильной, заявил Венс. Тему правых партий Европы Венс в своей речи тоже не обошел стороной. Он резко выступил против так называемого брандмауэра, то есть стены, которая подразумевает полную политическую изоляцию этих популистических партий, например, таких как «Альтернатива для Германии» АФД. Венс заявил за трибуной: «Я убежден, что наши граждане становятся только сильнее, если им позволяют высказывать свое мнение». Он имел в виду американцев. Но он добавил, что мы видим. В Мюнхене организаторы этой конференции просто запретили участие депутатам, представляющим популистские партии, как правые, так и левые, участвовать в этой конференции. Он намекнул именно на вот эту Мюнхенскую конференцию, которая проходит по безопасности, куда действительно не пустили представителей ни «Альтернативы для Германии», ни Союза Сары Вахенкнехт. Для того же Трампа, для его республиканцев подобные запреты выглядят на самом деле абсурдными. Более того, новый глава Пентагона Пит Хейтс, а я напомню, что он бывший ведущий телеканала Fox News, также известен своими критическими взглядами на европейскую политику. Хочу вам напомнить и привести несколько фактов. Fox News давно ведет линию, где российский взгляд на войну ставится на один уровень с украинской позицией, а бывший телеведущий Такер Карлсон, возможно вы знаете его, и вовсе устроил Путину и Лаврову площадку для громких заявлений и своих интервью. Венс и его сторонники и Трамп, очевидно, не считают это какой-то либо проблемой. Для них, похоже, запрет на участие «Альтернативы для Германии» в Мюнхенской конференции – это не защита, а просто политическая игра против неугодных партий для правительства. Поэтому в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности он яростно выступил за поддержку и за «Альтернативу для Германии», подчеркивая, что любая демократическая система должна оставаться на священном принципе «голос народа имеет значение». В демократии нет места для запретов, заявил он, либо вы поддерживаете этот принцип, либо нет. Нельзя выбирать, какие голоса заслуживают быть услышанными, а какие можно просто игнорировать, заявил Венс. Друзья, в его словах явно чувствуется, явно прослеживается то недоумение или даже непонимание, как именно устроены выборы в Европе. А я вам хочу это объяснить, как они там устроены. В большинстве стран Евросоюза действует именно пропорциональная система выборов, а не американская мажоритарная, как у них там, где победитель забирает все. Вы сами видите, что для Европы, например, создание коалиции и какие-то договоренности между партиями – это обычное дело, потому что система именно пропорциональна, и партии сами решают, с кем сотрудничать, а с кем нет.
И если какая-то из них считается угрозой для демократии, конечно же, ее изоляция – это не нарушение принципов демократии, а защита от ее разрушения. Но, друзья, настоящую эмоциональную волну Венс вызвал, когда заговорил о миграции. Он вспомнил события в Мюнхене, которые произошли накануне этой конференции. Он связал этот случай именно с ростом числа мигрантов, которые прибыли в Европейский Союз. Цитата. «Число мигрантов из стран, не входящих в Европейский Союз, между 2021 и 2022 годами удвоилось», заявил Венс. Действительно, с ним трудно не согласиться, но фактически это не так. Причина здесь увеличения роста кроется именно в ослаблении ковидных ограничений, которые действовали тогда в 2021 году и почти полностью остановили перемещение людей по всему миру. Однако Венс упомянул этот факт не как объективную статистику, а как доказательство именно миграционного кризиса, в котором виноваты европейские власти. Цитата его. «Я считаю, что игнорировать тревогу граждан – это преступление. Оставлять их наедине со страхами, закрывать независимые СМИ, отменять выборы или исключать людей из политического процесса – это путь в пропасть», заявил Венс. Но, друзья, это еще не все. В своей речи Венс не стал себя сдерживать и открыто заявил, что в Германии нет настоящей свободы для тех, кто поддерживает именно эту партию «Альтернатива для Германии» и выступает за жесткую миграционную политику. Люди, которые голосуют за АФД, подвергаются дискриминации, уверенно заявил он. Их взгляды не просто не принимают, их загоняют в угол и заставляют молчать. Видите, друзья, что такие слова звучат как эхо тех же заявлений Илона Маска, который, вы знаете, ранее призывал голосовать именно за альтернативу для Германии, заявляя, что именно эта партия может спасти Германию. Но за этим противостоянием кроется куда более глубокий конфликт. Я хочу обратить ваше внимание, что речь идет не только о критике миграционной политики или борьбе за свободу. Здесь мы видим полный раскол, который уже давно разрастается в отношениях между США и Европой. То есть для Венса и того же Трампа суть проблемы куда глубже, чем просто вопрос, например, о расходах на оборону НАТО. Здесь причина кроется именно в том, что они смотрят на Европу не как на равноправного члена и как равноправного партнера, а как на регионы, которые должны подстраиваться под американские интересы. И если европейские элиты не делают этого добровольно, то их можно расшатать, они так считают, например, поддержать те же оппозиционные силы, критикуя власти и подчеркивая их неполноценную демократию. Таким образом, друзья, своими шокирующими заявлениями Венс дал понять, что та трамповская Америка готова не просто пересмотреть отношения с ЕС, а их полностью все переформатировать. На этом у меня, друзья, все. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за вашу поддержку моего труда. Спасибо за лайки, которые вы ставите. И спасибо за подписки. Все это помогает на самом деле мне продолжать работать и доносить до вас важные новости, делать интересные анализы политических событий. Но хочу вам напомнить еще, что не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новых выпусков и чтобы вам приходили уведомления о новых видео. До встречи и хороших вам новостей!